равно вен нету, Олег. Олег, без вены, я вообще даже палец о палец не ударю. Вот у него сейчас мы вводим альтеплазу, у него начинается кровотечение. Мы что будем делать? Так ставить вену уже на кровотечении? Олег, нет, я буду ставить все. Вообще никакой нету вены. Ты можешь не говорить мне, пожалуйста? Просто его нету. Я понял, что ну все, я сейчас иду ставить вену, там потом разберемся. Угу. Ой, посмотришь, если будет тесть, что поменяется. Я здесь. Сейчас отложу. Когда еще деревья были высокие, девушки красивые, небо синее, а я был молодой, в смысле в 2014 году, я вот совершенно случайно попал же на свой курс, когда я свой курс делал в 2014 году, я туда попал случайно. Должен был ехать совершенно другой человек, и мне в последний момент не получилось, начали метаться, звонят мне и говорят: слушай, у тебя там Шенген случайно не открытый? Я говорю: открытый. Поедешь? Я говорю: поеду. И я туда попал и прошел, ну, я считаю, один из лучших курсов вот в мире. Ну, в Европе точно это лучший курс. Doc! Hey! Any massive bleeding? The bandage is soaked through like you see. A little bit. A little bit. Чуть-чуть вытекает жидкость из этого, из ушей. Вытекает? Да, чуть-чуть, Okay, чуть-чуть, that's it. чуть-чуть. Докладывай сюда, давай носилки быстрее. Обезболивающее. Что ты даешь? 1 грамм РТПНМ. Вот, перетяни мне вот здесь, перетяни вот так. Окей, он дышит, у него есть пульс. Мы влили в него кикстенд, мы ввели ему всю хуйню. Готовимся к эвакуации, я забираю все. И условием американцев было преподавать. И я приехал, начал преподавать. И вот с Украинской радиореанимации мы начали проводить курсы. Дактейп снять! Дактейп снять! Вот сейчас! Сейчас! Включай! Поэтому мы смогли сделать свою собственную центр и начали преподавать здесь.
Сразу чувствуется, когда месяц был пропущен, потому что когда курс идет каждый месяц, нету такого ощущения холода. Так, ну что? Руководитель вот, центра «Патриот», откуда это Костя Паршин, это там, мой там, давнишний друг. Я говорю, слушай, собрались люди с огромным боевым опытом, люди, которые там служили, воевали не в этих армиях. Давай учить. Мы должны стать рядом с государством, но независимо от государства. До 2014 года мы находились в состоянии года мира, мирного неба, но некоторые события, такие как оккупация Крыма и война на Донбассе, заставили нас подумать о том, что мы должны все-таки делать в состоянии войны. И каждый день нам не представляется забыть, да, что мы до сих пор находимся в состоянии войны. Мы занимаемся подготовкой военных, но понятно, что гражданского населения у нас гораздо больше. И в условиях чрезвычайной ситуации все военные не смогут защитить все гражданское население, которое у нас есть. Все получится. Все получится. Одна рука, вторая. Потом стесняться некогда будет. У всех получается, у вас получится. У всех получается. Поехали. Нет, видите, вы делаете руками, а вам нужно, смотрите, руки зажать и падать вниз. Кто? Вот. Руки не сгибайте. Боевое положение. Вот так? Делаем хороший упор приклада в плечо. Внимание! Боевая стойка! Отлично, отлично. Только пальчик. Пока не стреляем, да. Пальчик у нас идет сюда. Все. Локоточки поджали. Если ты будешь сильно выведен, тебя будет бросать назад. Ты вот стала, Тань. У тебя основное сжатие идет вот здесь. Вот, 3 пальца, и ты как бы должна вот так делать. Ну, я думаю, что как первый опыт отлично. Будет возможность собрать большое количество детей, студентов и так далее, нагнать огромное количество журналистов и еще раз провести такую же презентацию. Супер! Мы ее проведем еще раз. И я говорю о том, что на самом деле сегодня для старта. Вот здесь вот хорошо прям протри вот эту скатерку. Праздничную. Это мы, по-моему, на твой какой-то день рождения попали. Да? Да. Я держу. Тут мама звонит. Алло. Ой! Ничего, папа тут его все заливает, потому что все сухое очень. Ну, папа, а как можно определить, он спелый или нет? Открыть и, в смысле, оторвать и съесть. Мне ну жалко это отрывать. Да, мама с нас 3 шкуры сдерет, если мы не спелые соберем. А, вот парочку маленьких.
Вот малина, да. Это как-то недогрешено. Так что помидоры оставляем тогда? Давай лучше, да. Давай. Вон малина я видела. Вот. Но она тоже какая-то засохшая больше, чем Смеешься успевшая. надо мной. Руколу брать? Давай малину Руколу проверим. наберите домой, кстати. А вон же еще один куст помидор. А, точно. Сами слышишь? Если Да. там есть рукола, возьмите, нарежьте домой руколу. Мне на самом деле там в свое время, когда вот только началась война, у меня старшая дочка, я даже не думал такого, она рыдала такими слезами. Папа, ты что, как это мы будем под русскими? Как это? У нас же Украина, надо же что-то делать. Как это? Такого не может быть. Знаешь, я докторскую подвинул из-за того, что я не очень хотел, то есть, знаешь, я не хочу защищаться в какой-то другой стране. Для того, чтобы защититься в Украине, то есть стать доктором наук в Украине, надо вначале защитить Украину, а потом уже защищаться самому. Ну, так как-то, не знаю. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Деток мучаете? Ну, как обычно. Все есть. У нас лежал ребенок травматолога из Мечки, из больницы Мечникова. И вот он приходит и рассказывает, там, представляете, привезли, говорит, пацана, там, 23 года, пришлось ногу ампутировать. А в кармане лежал израильский бандаж, не распечатанный. И ему говорят, так а шо ж ты, вот. А он говорит, а я не знаю, что это, говорит, волонтеры привезли, и подарили, а как этим пользоваться не сказали. И все, и меня тогда как-то так штормануло. Я нарыл себе этот протокол по ТСС, перевел и начал потихонечку готовить. А потом как-то пошло, там меня чуть из дома не выгнали. Я проводил там по 4 курса в неделю. То есть все выходные я был где-то. И плюс периодически сваливал в будние дни, туда где-нибудь здесь у нас, там, в Черкасском. Держим темп. Кто хочет пройти с дистанции, есть вода. Сюда можно выйти. Сюда можно сказать, хватит. Я не готов. Это не мое дело. Я здесь лишний. Что я делаю на этом курсе? Зачем я сюда пришел? Я же хотел прийти, красиво красить зеленкой чужие морщинистые яйца, делать укольчики в чистом, вонючем кабинетике. А меня заставляют по каким-то кучугунам нести ненавистного инструктора, который... Давай, сюда, движение. В окоп не упасть. Заходим. Кому помочь? Друг другу стали лицом. Стали друг другу лицом. На вытянутые руки. На счет 3. 1, 2, 3. Оп. 2. Что такое? Что? Куда ушел? Боец. А если бы он упал? А? Раз. Куда ты отходил? Держим до конца, не 3, сдаемся. Всегда идем до 4, конца. 5, Слышишь меня? 6, Не слышу? 7, Да! 8, Не слышу! Да! Молодец. 10. Раз, два, три на плечо. Раз, два, три. Продолжили движение. Встал, смотри на меня, палец вверх, смотришь на палец. Быстрее нога не двигается. Что такое, бронежилет мне что ли? Может бронежилет снять? Нет. Нет?
Может, есть какие-то жалобы, боец? Нет. Может, инструкторы как-то не так себя ведут? У тебя проблемы? Тебе помочь? Что Что не так? Жгут не так? Можешь жгут поменять, боец, а? Никак нет. Что делаем? Посмотри, что делаешь. Затягиваешь жгут для остановки кровотечения. У тебя не получается. Все, оставь его. Получается. Оставь его. Я вышел. Оставь. Это не про физическую нагрузку, это не про жару. У нас были курсы, которые проходили зимой, которые проходили осенью в дождь, которые проходили летом в жару еще больше, чем здесь. Это вообще не об этом. Это о том, зачем вы пришли на этот курс. Ради чего? Если у вас есть мотивация, вы проходите от начала до конца. Если вы пришли на этот курс просто так, это тоже выбор, это тоже ваша позиция. В любой жизненной ситуации не можешь бежать – иди. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ляг и вытянься в направлении цели. Ракета, минута, ракета ушла. У нас в доку, туда. Бачу не впала, бачу вона не впала, бачу, присил. Я прийняв. Денис Миколайович, я вас вітаю просто з новим прожитим світлом, сподіваюся, для вас сьогодні днем. І, звичайно, в черговий раз я не можу вам не подякувати за те, що зараз я є тією людиною, яким я є. І те, що я завдяки вам можу в якійсь мірі пишатися тим, що я роблю, що мені вдалося зробити. Ви дуже велика людина і насправді велика честь, і це без всякого там пафосу, знати вас і бути з вами друзями. Вітаю вас і гарного вам дня. Просьба заменить батарею. Просьба заменить... Внимание, это учебный образец. Режим для взрослых. Вызовите скорую помощь. Наложите электроды на грудную клетку пациента. Проведите наружный массаж сердца 30 раз. Сделайте 2 вдоха рот в рот. Внешне он вообще точно такой же, зараза. Наложите электроды на грудную клетку пациента. Сделайте 2 вдоха рот в рот. Держись, оказываем помощь. Все хорошо, мужик, все в порядке. У нас курс был в Пущеводице. И мы выезжаем на такси, едем и видим, что бус перевернутый, куча полицейских вокруг, по-моему, 2 машины стоят, 2 экипажа. Я говорю, тащите аптечку. Они приносят, а там аптечка автомобилиста, представляешь? Пластмассовая, которая везде с йодом каким-то, клок ваты, ну такой ужас. Мы такие, фу. Ну а что делать? Он лежит, у него вот здесь на шее раны, а оттуда льется просто. Стой, ноги, надо посмотреть. Стой. А есть домкрат? Есть домкрат, уже домкратят. Один человек держит голову один человек держит. Голову. Давай, пиши, с нами будь. Ну что, взял бинт. Мы затампонировали ему рану, придавил все, кровотечение остановилось. Ну и что? Он такой, как работаем? Я говорю, Вова, мы работаем по протоколу, работаем по марчу. Кровотечения у нас нету, дыхательные пути у нас открыты, он дышит. Там, да, у него шок, но мы на улице, что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, у нас с собой ничего нет. Берем под плечи берем, Вова! Давай, доску, давай. Голову, давай, придерживай. Давай, Вова, приподнимайте, ребят. Давай, заводи. Раз, два, три. Дальше. Раз, два, три.
Приехала скорая. И вот так ему передали, и они поехали. И мы такие с Вовой стоим, ну что, ну все. Погеройствовали, съездили одни поужинать. И подходим, стоят полицейские. И мы такие, ребята, все нормально. Грустно на самом деле. Причем даже не столько грустно, что они были не готовы, сколько было вот это, знаешь, такое разочарование, что распиарили это все так. И мы хотели вначале, мы выложили куда-то это, написали от ВРР письмо на департамент полиции, что вот так-то и так-то, 2 инструктора ехали, обратите внимание, у вас экипажи не готовы. Там на самом деле там и аптечки у вас не готовы, и мы готовы вам помочь, и все. Ну, нет, это не приятно. Ну, нет, такое. Поэтому вот так было. Позаминулої доби 7 військовослужбовців загинуло в зоні проведення антитерористичної операції. 25 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО. Як довго триватиме така ситуація, яку в повідомленнях українські медіа називають, прес-центр АТО передовсім називає загостренням ситуації. Постоянно срываюсь то на вы, то на ты, но в первую очередь сказать, что благодаря тому, что как вы обучили, это правда, это дает очень много, дает те результаты, которые иногда вот даже не это дало мне те изменения, ту уверенность в себе и спокойствие в принятии решений. И так, я не буду называть фамилии, не буду называть звания, но это очень высокие и очень звездные товарищи в нашем министерствах профильных приезжали и говорили вот дословно, мы были против, мы не видели в этом целесообразности, но если это уже есть, и это показало свою результативность, давайте это использовать. И в этом, на самом деле, очень большая заслуга вас, Денис Николаевич. Поэтому поздравляю вас, в том числе, с этим существенным и важным вкладом в наше общее дело. Я думаю, дай Бог не последний. Спасибо. Армия – это печалька, печальный вообще опыт, но это все не знаю, ни о чем. То есть каждый раз, когда мы с этим сталкивались, у меня было такое впечатление, что нам это нужно больше, чем им. Август 2014 года. Звонят мне девчонки-волонтеры, говорят: Денис, слушай, тут есть батальон разведки, 74-й, надо им провести курс ТСС, потому что никто не видит. Я говорю: давайте. Ну и начинаю у них проводить курс, и понимаю, что из них там 90%, ну, не то, что практической медицины не знают, а люди оружие не умеют держать в руках. И я такой: их всех убьют. Максимально быстро, максимально долго. Встал, автомат на земле, встал! Автомат на земле, встал! Убежала полиция! Встань! Когда написали программу,
И их успели обучить реально, вот им сделали нормальный, вот как тиранут. И там у них комбат был тогда. Я говорю, вы знаете, товарищ полковник, я говорю, вы мне такое уважение вызываете. Я говорю, я вот вам искренне хочу сказать, я вас вот, уважаю, правда, вот на самом деле. Просто потому, что вы согласились. Темп! Я не могу. Давай до конца! Значит, не могу, нет такого не могу. Что это за слово? Всегда при ранении в шею вы должны тампонировать по направлению к поперечным отросткам шейных позвонков. Для того, чтобы вам было на что упереться. И когда вы уперлись на кость, вы начинаете слой за слоем наслаивать, как бетонирование. Наслаиваете бинт, давление передается, и сосуд получается все время сжатый. Поэтому, что очень важно, чтобы у вас всегда одна давящая рука находилась в ране. Есть случаи, о котором все знают, израильская армия, было у парня ранение в шею, его товарищ просто придавил большим пальцем ему ранение, а потом они 3 километра несли его на сингл без возможности смены. Он все эти 3 километра бежал с ним и давил ему на шею. В результате ему ампутировали большой палец. Тот остался жив. Вот о чем идет речь. Дата. К половине я вернусь. Я к половине вернусь. Может. Да, скажешь, что там чуть позже. Да, хорошо, давай. Понимаешь, в чем дело? Все, что меня держит на сегодняшний день в Украине, это перспектива. То есть уровень, который сейчас есть, не за что держаться, если честно. Да, то есть у меня там была куча предложений из других стран о том, чтобы поехать туда просто работать, причем в условный Израиль я сейчас могу уехать, даже не подтверждая диплом. Просто приехать и стать на рабочее место. И я даже знаю пару мест, где мне всегда скажут: о, согласился. Сурков, Бондарчук, да, точно. Шо? А что это вообще? Не подготовились. Привет. Ой. Привет, мой. Это что еще? Две, то, что ты просил, это... А что вы сегодня делаете? А что ты хочешь? Что вы сегодня делаете? Что захочешь, что я буду? Помнишь каску, которую ты мне прислал, вот эту американскую? Да, кевларовую. Смотри, как ее переделали. А что ж надели на нее чехол? Не, ее вырезали уши. Да, вот та каска, да. Ее сейчас сделали, отдали в мастерскую. Ее сделали с открытыми ушами. Тут поставили рейлы, крепежки все. Шо? По ней не прилетало, ничего. Слава Богу. Елена, вы бы хотели, чтобы Денис переехал к вам в Германию? Если бы он сам захотел, конечно. У него была такая возможность, он сказал, что ему не нужно. Ему нужно там быть. Я пока еще поболтаюсь.
что, почапали? 15 рублей. Ну давай. Все, заезжай. Да, заеду. Все, пока. Все, попрощались. Ну, мы по-мужски. Да. Нам, Слезу не пустили, да? Да. А что пускать? У нас сейчас без виз. Объектив открыт? Ну хорошо. Ну все. Еще на 3 года. Что значит любить Украину? Ну что значит любить Украину? Я не знаю. Ну, когда начались события 2014 года, и так резко он начал это пропагандировать, ну, поначалу он все это прочитал. И нашел в себе смелость и решительность, чтобы все это начинать всем предлагать и пропагандировать. Вот любовь это или не любовь? Когда я был в 8 классе, у меня дед очень хотел, чтобы я был военным. Очень. Потому что у меня дед был кадровый офицер, он был командиром вначале там разведроты, потом разведбат. В общем, он дошел до командира дивизии. У меня была бабушка, которая не хотела, чтобы мальчик был военным. Я стал просто врачом. Но я точно знаю, что дед всегда мечтал об этом. И когда в 2014 году все началось, там, ну, дед уже умер, он там в 95-м году еще умер. Первое, что сказала там моя сестра, она говорит: слушай, ты представляешь, вот насколько ему сильно хотелось, чтобы ты был военным врачом, и вот так все сложилось в конечном итоге, и, знаешь, такой круг замкнулся. Цель! 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 Говорить небо, периметр візуально чистий, але ніхто не розслабляємося, всі не турбувати. 18 плюс, дякую. Медики Подолянину. Хто записав писарів? Медики небо, прийом. Медики небо, прийом. Я думаю, это прежде всего его четкая гражданская позиция. Его деятельность, она имеет очень хороший прикладной эффект, потому что человек не зациклился на только своем развитии, как это делали, к сожалению, там очень многие специалисты, с которыми я по роду деятельности сталкивался. То есть вот я там знаю, я классный и все. Мало того, что Денис сам как бы развился очень здорово в этом направлении, так мало того, он эти знания, опыт еще и распространяет и передает. И на самом деле чужими руками, не своими даже, он спас реально очень много людей, и очень много ребят стали живы и вернулись домой. Ну это колоссальная работа на самом деле. Наверное, хочу сказать спасибо за тех моих друзей, которые стали живы благодаря стараниям Дениса. Реально очень большое спасибо, человеческое, пацанское, за то, что реально очень много ребят стали живы, стали вместе с нами. С эвакуацией кому-то помочь или нет?
Медики! Медики раненый, только приехал. Помощь, сюда! Давай, одну сторону. Тихо, тихо, тихо. Алина, физраствор. Попустили. Рассредоточить, вот тут хуева гора. Во-вторых, Блядь, что у вас тут делает такая хуева туча? Спетляйте все, пожалуйста. Сделайте какой-никакой периметр. Алло! Я заряджаю систему. Треба зарядити систему. Все понимали, что мы работаем в режиме реального времени и максимальной реалистичности происходящего. Всем было это доведено ртом. У вас не было задания оказывать помощь. Одни лечат жопу, вторые лечат голову. У вас было задание действовать как одна группа. Как вы подошли туда, это вопрос номер 10. Мне это не интересно. Вы не подаете в конце 2 разных запроса на эвакуацию, если это непонятно до сих пор. Меня не ебет, кто подошел первым, кто пошел вторым, а кто подошел 23-м. По факту, в первом запросе на эвакуацию вы вообще не знали, как группа, что у вас 4 раненых. Потому что передали 2. А потом, когда уже у вас началось все, вы начали вытаскивать раненых, как мешок с говном. Без защиты шеи, телепая его во все стороны, потому что у него не был фиксирован таз, и телепая его во все стороны, потому что у него не были фиксированы 2 перелома бедер. А теперь скажи мне, Эдичка, с хуев у него после перелитых литра крахмалов не было пульса. Можешь мне рассказать после вот этого всего? А кто вам, доктор, что вы ебланили полчаса, а потом начали это делать все в торопях? Там на самом деле нечего добавлять, кроме одного. Вы для чего проходите разные курсы? Для того, чтобы повесить у себя на стенке там красивый сертификат? Ну, тоже как бы. Алло. Даша, вибачте, зайняти, нас поранені. Так. Не знаю, я тобі зараз не можу нічого сказати. Так, хлопчики, що там таке? У тебе що з ножкою? Вена пробило осколком. Да, внизу? Да, само біля цього місця. Я перекладаю нормальний жгут та й буду розпускати, добре? Добре. Все буде добре. Де саме поранення? Все і все? І ось цього знизу, дивись. Там вена, бачиш? Зараз чекаємо. Це прибрав, це прибрав. Самый печальный случай – это вот этот парень Дармороз из 3-го полка спецназа, который без глаз остался. Самое печальное в этом всем, что у него один глаз был целый, ну, его можно было спасти. И ему неправильно оказали помощь на этапе. И я точно знаю, кто. И этот человек у нас учился. И закончил наш курс, где рассказывали совершенно точно, что нельзя накладывать при проникающем ранении глаза марлевую давящую повязку, только через жесткий щиток. А наложили израильский компрессионный бандаж. И я понимаю, что даже если бы у него оставалось там 30% зрения на одном глазу, представляете себе, что такое взрослый мужик, 3-й полк спецназа? И никогда, знаешь, вот слово такое страшное, никогда. Он никогда не будет видеть.
Денис Миколайович, вітаю вас. Дуже вдячна вам за все. Вдячна за ті знання, які ви мені надали. Ви зробили для мене дуже багато. Я завдяки вам дуже сильно змінилася. Завдяки вам змогла зробити більше, ніж я би це зробила без вас. І сподіваюся, що буду спілкуватися з вами надалі, що ми будемо дружити і що ви завжди так само будете відповідати мені на всі мої запитання, на мої дзвінки. Я вас дуже поважаю, люблю і, батя, я стараюсь. Вдвоем давай. Когда устали, я подменил одного. Это вот испанцы. Мы с ними все время поддерживали отношения. И один из испанцев приезжал к нам сюда и помогал нам делать первые курсы. И они нам пишут: хотите, это будет первое международное соревнование по ТС, первый чемпионат мира. Будете участвовать? Мы говорим, будем. И мы, представляешь себе, ну тоже как дурачки. Обычный самолет, каски, броники, все вместе. Я не понимаю, как нас вообще там не взяли за терроризм. Ну, одно дело, когда внутри Европы эти все вояки таскают, все. Другое дело, мы такие, знаешь, прилетаем через Турцию. Реально с броней, со всеми делами. Вообще никто не остановил. За углом! За углом! За углом слева! Вон пошел к краю! И вот первый день это КУФ. Непонятно вообще ничего. Количество противника неизвестно, ничего не известно. Известно, что наш патруль попал в засаду, есть раненые. То есть нужно зайти, зачистить сектор, оказать помощь раненым и вынести их в безопасную зону. Не занимайся, кровью! Кровотечение остановлено! Нам потом подходили американские, команда была Navy, моряки. И один нам потом говорит, я своих зову, говорит, идите посмотрите на украинцев. Он говорит, да что они там, говорит, вы не понимаете, говорит, эти fucking Ukrainians, они такие быстрые, говорит, вы не, пойдите посмотрите. Ну, то есть, зачетное время было 20 минут, мы уложились в 8. И после этого, конечно, они заговорили про Украину. Они сказали, охуенная работа. Блять. Спасибо. Я вообще ни разу не выстрелил, ебать. Ну и ничего страшного. А я почти всеми своими. Да, он почти выстрелил, потом я могу менять. Пацаны! Пацаны! Давай. Фотография. Фотография 10-9/12. Судя по всему, Российская Федерация до настоящего момента не достигла цели войны. Ресурса, она считает, у нее пока хватает. И с точки зрения проигрыша России войны, которая развязалась против Украины, пока не видно. Я всю війну на війні. І якщо не брати котлів оцих, Дебальцеве, Іловайськ, аеропорти, вона не помінялась, вона взагалі не помінялась. Десь війна є, а байдужість, да, байдужість людей. Це не відсутність війни, це присутність байдужості людей.
Отак. А хтось бере, починає з маленької там якоїсь крапочки і доводить справу до кінця. Той, що розпочав, той закінчив. Ну таких людей у суспільстві мало. Один із них – це Сурков. І він робить це основательно. Розумієте? От чому така довіра, чому такий результат? Є з чим сравнювати, бо я пройшла там хоч десятки курсів всяких. Не хочу, не в один повертатися. А от одиниця вчилась. На самом деле то, что происходит у нас, это все, это надолго. Те, кто думают, что сейчас там типа 2-3 года там и что. Нет. Это будет Израиль, только в Восточной Европе. То, что у нас вот эта Донецкая, Луганская область, это Газа. А все, что там происходит, это православная там Хизбалла. С одной только разницей – логистика. Там им надо какими-то кривыми путями перейти, тут открытая граница. А так все то же самое. Проблема же какая будет сейчас? Все говорят, мы их реинтегрируем. Кого мы реинтегрируем? Они привыкают сейчас к тому, что можно пулять и получать за это хорошее бабло. Работать не надо. Это будет, еще раз, это будет очень большая проблема. Я не знаю, почему об этом не говорят. Я на самом деле хочу дожить до того времени, когда в Украине начнет цениться человеческая жизнь. Очень просто. Все проблемы – это бесценная человеческой жизни. Это очень грустно, когда у нас начинают рассказывать, что там какой-то девайс для спасения жизни стоит дорого. Это меня, я зверею. Самое ценное – вот человеческая жизнь. А она сейчас просто обесценена. Как только у нас человеческая жизнь станет самой главной ценностью, у нас все сразу изменится. Вот я хочу, чтобы это произошло. Тарілка зв'язку. Док, я 13 на связи. На приеме. Начинать? Начинать мы выдвигаемся.